Что такое любовь? Любовь – это давать гарантии. Гарантия 1 год или 20 тысяч километров. Автосервис «Фит-сервис». Безупречный сервис для автомобиля и автомобилиста. А ты же не ученик. Так, и в каком вы классе все? Я в первом. В первом? У вас, ну, вы все в первом классе? Мы вдвоем, и Маша третья, и Пашка он А как шестой. по отчеству? Елена? Надо знать. Нет, попозже. Попозже? Ну, не так, как в наших школах, Нет, да? это по-другому. У нас на Пасху будут каникулы. А, я понял. И у вас получается один класс или как? 4. 4 класса, Мгм. а занимаются вместе? Да, вместе. 2 смены у меня. Одна уже ушла, сейчас уже вторая разошлась. Ну, а предметы какие? Русский, математика, чтение. Ну, такие же, как Ну, у нас да. у всех, да? Да. И, Ага. и учебники такие же, все так же. Угу. Я понял. Друзья, не стал смущать. Вы поймите, тут нечастые гости. Это глухая тайга. И, ну, тут посторонних людей видят не так часто. Поэтому люди стесняются, смущаются. Ну и все равно как бы приветливо идут на контакт. Так, и что у вас когда каникулы? Скоро? На Пасху? А у вас что, тоже сейчас пост? И у детей тоже пост? Да. Вы тоже поститесь? Молодцы. Берите, не стесняйтесь. Мы, если честно, не подготовлены к нашему суду. Ну, там, что было, вот, мандарины. А взрослые сказали, что дети вообще чужого не возьмут, если только фрукты.
ну, ни конфеты, ничего такого они не возьмут. Ну, фрукты вот почему-то можно подарить, ну, угостить. Вот такая школа, друзья, в деревне Старообрядцы. Как бы то ни было, староверы, старообрядцы, но получают какое-то необходимое, минимальное хотя бы образование, математика, русский. Вот. А там уже дети на свое усмотрение или остаются в поселении, или идут дальше учиться. Времена меняются, многие уезжают, остаются где-то среди нас, среди мирских, как они нас называют. Ну а есть кто остаются с родителями, помогают, продолжают свой род, свою культуру. Нет, все Да. сразу. Слушай, подожди, ну Кразовский вот этот ободок, а вот это... Все красовское. Нет, вот это... Все а красовское. это- Это вареное 130, ага. Вот это 130 кольцо целиком. Да. А, полностью с Обрезанное, кольцом, да? ну. Да. Вот это Кразовское кольцо, а вот это уже 130-го. Да, Ага. правильно. Понял, правильно. ну. Всё, У меня ну, просто... А я бы думал Ураловск. У меня 4 колеса таких валяются в сборе. Новых не обрезать. А если чтобы обрезать, надо разбортировать, да, ему? Конечно. А что-то вроде вообще не нужно резать. Я такого мнения. Самокатки то. Для нее облегчивать-то, конечно, что облегчить. А по асфальту что как идет? Вот выехали. Блин, как будет Страшновато? 30-40 вот так вот. Бывает. Ага. До 90. Да? Что, 90 идет? Да. Давления нету, наверное, еще. Раньше магазин стоял. Здесь остров где-то, да? А там что, тоже... Склад был большой. Не, а лес натаскали, строить что-то быть? Собирается брат, ну. Ага. Влад. От гостей, как это кажется. А мы Влада ищем, его нету. А он тут уже. Не выдержу. Надо выдерживать. Не, надо делиться. Лимон. Вот угостили лимоном. Сейчас я еще положу. Лимон? Присаживайтесь. Да это помыло, наверное. Лимон. Как лимон? Я говорю, что А, это с дерева? Самодельный? да. Ой, это домашний в смысле? Ничего себе, какой большой. Ну вот смотри. Ничего себе, это вы такой вырастили? А А сколько лет он у вас растет? 115 грамм. не до такой Лет 15, кислый. наверное. Ну, Это самое, поделили. А сколько я щас плодов поделю. там? Ничего Да. себе. Ну давай, как... Блин, как же слово-то это? Выдерживай. 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 Вот, подойди к плодам. Смотрите, какие цветочки. А вот тот цветок интересный показался. Там еще сколько цвета, ой-ой-ой. Это глоксиния. Надо это... Вот на этом нету лимонов. Такой цветок, если тебе интересно. Что там есть эти? Смотрите здесь, какие лимоны. Это козёл. Во. 1, 2. Вон еще. Там Вот. мелочи остались. Вот это большой. Во, еще какой. И как они часто плодоносят? Да, вот. Там год.
Ну, сейчас отцветет. Ну, Вот сейчас они уже падают, цвет новые там. завязываются. Опять они год висят. Красота, я первый раз такое вижу вообще. Вот собаки, падают. Помню, на вокзалах были какие-то там деревья, но ни разу такого я не видел. Он как-то Ляпота. не раскрывается, маленький все такой. Ну, ему лет 15, наверное, точно. Ну, хозяйка здесь хорошая. Ну. Вот это вот- вот это вот не и- показывай, Смотрите, смотри. смотрите. Красиво, вы чё? Красиво. Здесь Во. Надо снять бутылку. Лимоновка. Так это... Так, а мы достали календарь тут Вот это слива. Великого Это у Поста. меня брашка. Это слива. ага. И как оказывается, А, он ну, совпадает не знаешь? с Ну, не брал, старообрядческим. Не, хватит. Вот сегодня у нас сухоядение. Только на ягодах. Мы не добавляем Как туда. там? А что такое сухоядение? Это что туда попадает? Чё нет? Сухоедение. да? Сухоедение. Да. Там непонятно что. Ну это получается, А что... вот это именно это- слива такая. Там хлеб да вода. Ух уж. А, и все, да? Хлеб. Ну да, но мы все равно разнообразим это овощами. Мгм. Супы постные варим, но без масла. А Сухоедение, пища значит, с всё равно маслом это что значит? Постное масло добавляй. Ну, что-нибудь там заправишь уже. Мгм. Ну, завтра будет, допустим, пирог какой-то можно стряпать Ну вот с маслом И это... всё совпадает. Суббота, воскресенье всегда с маслом. Сухоедение, А мне вот значит, еще один- никогда масла нету там. Ага. А мне вот еще один человек говорит, что раз в неделю можно стакан вина шарахнуть. Берет? Не, Воскресенье, да, субботу да. А, можно? Всегда Да, можно. А, ну Субботу, значит не воскресенье всегда обманывает. можно. Можно, да. Я думал, он просто любит выпить. Я думал, он... Нет, А вот так выбивает, у него на стакан большой. Видел У эти нас даже фотографии? бывает, Милые или разговаривали, любимые? Я один стаканчик и домой, а там вот такой бокалище ну, у кого нее. что, это, конечно, интересует. Вот, бывают такие дни, что там масло бывает не разрешают, но на вино, правда, а вино разрешат. А. Бывают такие дни. А вино все равно Ради какое? святого. Повесим. Ради святого. Ну а есть разница, получается, красное, белое Нет, вино? нет. Нет такого? Разницы нету. А белое какое вино? Я не знаю. У нас белое вино. Не, ну А просто белое, ну, Вот, с я- виноградом, наверное, со светлого. Наверное, со светлого Скорее всего. виноград. А что? Или осветляет? Ну, красное, ну нет, с другого винограда, видать. видите, там эстеты есть такие, они белое, допустим, к рыбе, красное Да, к я вот мясу. ей говорю, я вот поэтому и не знаю, то же самое. И мы не знаем, поэтому мы пьем все. Все, Да. все эти самые, все ягоды имеют краситель, Лучше поэтому не оно вникать. всё- это красное, можно красное, желтое. А вот белое, я даже тоже все время думаю, с чего белое Не, вино? ну здесь Так, это отчетливый мне- вкус. Ну, сливки сливы. попробуй. Это Сливы. сливовка. Да. Ну, Сливовка. потому что Вот это вкусно. полкубика слив, остальное вода. Ну, получается, вот видишь, сколько И слив. вот сколько оно И стоит? ни дрожжей, ничего нет уже там. Нет, Там вообще нет. получается- Получается просто ягоды. Сливы играют и все, Нет, сахар. нет, переиграть. сахар мы добавляем. А, сахар, да. Нет, нет, так, конечно, кислятина будет, если сахар не добавлять. То есть сначала ягода забродила, потом добавляете сахар после Ну, этого. Нет, сразу ягоду. Нет, ягода, Сыпешь сахар- свежую ягоду и А. сахар сразу. И все забываете о нем. Да. ну, Немного сахара, много не ложим, потом добавляем сахара. Мгм. Попробовал, что уже... Не совсем, чтобы немного. Чтобы еще Полнормы сладость точно, немножко полнормы оставалась. точно. Так он не ставит. Вы меня А Верке спрашиваете. вот он не пьет, а все знает. Она вот ставит, знает она он. тоже не пьет. Он сказал, я не буду прикасаться, так что делай я. У меня Вот, есть ну вот, спрашиваете. например, мне интересно, как у вас такое получилось? Моешь и закладываешь сразу же. Не надо их ждать. Чтобы не закисли. Чтобы они не закисли. Они на уксус пойдут. А то уксусная бактерия Свеженькие, придется. ага. Ага. И сахарку туда, Сразу водички. сахар половину. вот, размешал. норму, как он Да. А, то есть слив, например, 5, сахара 2,5, Да, примерно вот так вот. Ну, Ага, ага, день- ага. это, размешиваешь и все. Хорошо, когда Дела начинает завел. уже играть, там, ну, пробуешь. Если уже начинает впритык, там маленько сладости, добавишь. Ну, да, чувствуешь уже. Ну, И сколько вот она бродит потом? Ну, И постоянно добавляешь, вот, пробуешь, допустим, постоянно слива в добавляешь. августе, с августа вот уже стоит. ну, Сейчас ну, вот да, было бы скоро слив же. допьет, выбросит. Ну да.
Ветер просто ураганный, я не знаю, слышно что-то, нет? Шумоподавление работает на камере, но ветер просто нас сдувает. Друзья, мы добрались с Владом до очень большой реки. Мы на этой реке еще с Вадей не были. Вы видели фильм «Выжившие»? Вот после посещения староверов с Владом мы вот вдвоем выжившие. Больше, собственно, никого нет. Вообще старообрядцы очень хитрые ребята. Выбивают с наших рядов, с рядов рыбаков просто пачками. Никто потом не рыбачит. Мы в одни гости зашли, в другие зашли гости. Ну вот кто набрался в себе сил и не стал употреблять лишнего. Кто-то за рулем, кто-то просто по каким-то личным соображениям отказался от употребления алкоголя. Рыбачим и еще раз рыбачим. С Вадей немного вниз по течению прошли. Вон коптильни. Наверное. Ну, скорее всего. Вот здесь тачок. Пасека стоит. А мы там где-то метров 500 остановились. Ну, мы не знали, что здесь пасека. Ох, ничего тут сколько пчелосемей, ё-моё. Посмотрите, да, друзья? Не знаю, на камеру видно, нет? Ну, больше сотни. Ну, это старообрядцев пасека. Где-то там, а есть у наших? А вы что, всю рыбу? Да, конечно, всю рыбу Выловили хотим у вас до забрать. вашей добраться. Да не можем. никого не видать вообще. Это Вот чья один. пасека? А? Чья пасека? Староверов. А это ты что тут плетешь что-то или что? Утепление На крышу или куда? на мат. Ну, в улье. А, в улике. А, это уже просто 1000 лет никто не использует такую тему. А что сейчас? Пенопласт. Ну, пленка, крышка, конечно. Ну это сверху. Подушка. А утепляешь. Ну, ты имеешь в виду боковое утепление? Да. Нет, такое не используют уже. Я видал сейчас в основном пенопласт. Да, да. Разгрызают. Не, ничего они не разгрызают. Да. Кто-то нашу рыбу выловил, понял? Ну, не говори. А здесь, оказывается, пчелами затем. Шли мы вверх сегодня. Порядка где-то не больше километра. И глубины большие. До 4 метров ямы. И нифига. Андрюха поймал одного леночка небольшого. У меня там 5 поклевок. Все не мог зацепить, камеру опустил. А там леночек такой грамм не больше 500. Большой. Ну и все, и вот такая вот огромная река. Надо ниже ехать, тут еще зима прям. Рано еще сюда. Надо ехать. Мы вообще на другую реку планировали. Влад предложил здесь остановиться, порыбачить. Вот вчера ниже табора сходили. Ветер ураганный был, даже камеру не включал. Сегодня тоже дует, но не так. Поклевок нет. Ну и камеру опускал, наверное, раз 6. Рыбы так-то и не видел. Вот в сторону уходит, так сильно не проглядываю камеры. В общем, мы хотели проехать, тут переезд через реку, а вон вода бежит под берегом, промыла.
А мы побаиваемся. Сюда-то боялись выезжать. А здесь переезд, вот следы вот ездили. И нам до тех мест, вот где мы планировали рыбачить, еще где-то 5 километров. В общем, посмотрели сейчас топливо. У нас в общей сложности 1 бак остался. То есть Влад говорит, мы переедем туда без проблем. Ну, в крайнем случае там береза деревья близко. Но с топливом на обратную дорогу неизвестно, как у нас, что там с дорогой. Дорога в навигаторе есть, но она через где-то километр заканчивается. И, ну, она скорее всего есть там, просто надо повнимательнее ехать. И сколько мы проедем, напрямую показывает до слияния с той рекой, в которую мы собирались ехать, где-то порядка 6 километров. А вот сколько мы там будем петлять, неизвестно. Ну, вот и самый главный недостаток — это топливо. Ну, то есть бензиновый ЗИЛ прожорливый. Хоть он и отрепетирован у Влада, и едет отлично. Ну, не валимся, ничего. Но топлива не хватает. Вот поэтому Влад мечтает о дизельном ЗИЛе, с которым такой проблемы уже, собственно, не будет. Можно ездить тут неделями, просто кататься, и никакого расхода такого не будет. 20 литров, 25 максимум. Солярки. Так придется тут, на этой огромной реке. А ниже она еще больше, там огромная река впадает где-то через километр. Ура называется. Ушел на ручейников, тут наживку пытается наловить. Один уже подустал у нас, братишка, тут. Хотим его на приманочку. Некоторые бы рады вот у нас на дичуне, на пасеке пожарить такого съесть. Влад сказал, нам нужна приманка. Но этот уже большой на приманку. Вот. Так, набрали лягушек. Сейчас будем делать поставушки. Вот они, лягушки у нас, которые мы в ключе у нас собирали в телеге. Показывал, где и как. Сейчас ребята подтянутся. Начнется работа. Ну, такая небольшая. Называется «Не бей лежачего». Друзья, мы... Ну, вот почему-то на камеру вот сейчас смотрю в экран, посветлее кажется. А вот глазами смотрим, темно. Поставили поставушек тут кучу на лягушек. Может быть, что-то клюнет. Ну, на лягушки стучали, что-то там одна поклевка была у кого-то, и все. На этом. Ну, может быть. Ну, река огромная, широкая, рыба гуляет спокойно. Может быть, найдет за ночь. Утром проверим. Все, идем что-нибудь поесть, приготовим, да, спать. Все, мы картофан сварили и этот фарш. По особой технологии. Вадя говорит, котлеты. Короче, решили фарш просто пожарить и все. Да, и будет прекрасно. Давай, Андрюх. Вещь. Руська, что ты там? Дед твой рогатый, покажи, что ты там на всю рыбалку взял. Вот он. А рыбку можно достать? Где эти мыши, которые хлеб грызли? Не выключай, Леш. Ага. Есть тема, да, какая-то? Да, конечно. Я понял, подержим чуть-чуть. Все, я... Есть у нас, да, что-то еще? Рыбное, да? Поэтому рыбалка не идет пока. Нерка. Так, ну ладно, братцы, мы отключаемся, вы поняли. Дары старообрядцев еще не иссякли. Мы отключаемся, братва. Все, физкуль, привет. Первая рыбка за сегодня, друзья. Даже камеру не включал с ночного режима, нечего было показать.
ни у ребят, не было поклевок. Мелочь клевала такие по 100, по 200 грамм. Мы их на живца поставили. Ну тут такой хотя бы на килограммчик. Хоть так. О! А он с пулей с чьей-то. Ой, с леской. А, это, видать, ночью, который оторвал у Руслана пулю. Сейчас будем его вскрывать. Вот поводок, видите, вот еще один. А Руслан вот здесь вчера удочку оставил. Просто погрузил ее в лунку и на шнек положил от бура. И попался, ленок, видать, и перетер. А поставушки рядом стоят на лягушку. Ну, все поставушки, кстати, сегодня с утра проверили. Тоже нифига поклевок не было. Больше 10 поставушек все не сработали, ни одна. Лягушки целые. Ну, вот тут леска торчит, скорее всего, там и Руслана пуля. Угу. Только вон там 50 метров выше была она. Вот вам, пожалуйста. Что тут рыбы нет, вот одна и та же клюет. Вот смотрите, вот я свою достал лягушку с камушками. А вот у него там внутри, вот он поводок, ну не поводок, а леска. Вот она длинная. И там лягушка в 2 раза больше, чем моя, и пуля тоже раза в 3 больше. И он ее полностью съел, она в кишках где-то. Вот и пожалуйста. Одна единственная рыба на весь плес. На этот огромный. Притом он у меня один раз накололся. Я закинул, он тут же поймался. Вот, я тяну за леску. Охренеть. Вот и пожалуйста. Фу, сердце в пятки ушло. Тут с Владом пошли Русю искать. Не отзывается, не возвращается. Уже стемнело. Один пошел. Мы в обед пришли, отдохнули. Поспали. Я там остался рыбачить. Руся пошел вниз. И все, нету. А знаем его, что он не любитель как бы такого времени года. Проталины, когда все такое. И просто сейчас... И вот сейчас идем, вот орем, вон фонарик там мелькает. И вот он молчит. Что за приколы? Вот что он нас не слышит сейчас, думаешь? Все он слышит. Конечно. А что за прикол? Тоже сорвались, ушли искать. Уже сердце в пятки ушло. Думали, сейчас подойдем, там одно корыто будет на берегу. Ну, на льду. И все. И полынья какая-нибудь, пролом. Вот молодец, идет. Руся, ты что ждал, пока мы за тобой придем? Ты ждал, говорю, пока мы за тобой придем? Нет, я усвистел. А мы не слышим ничего. Вот, ты рыбу подловил, да, чуть-чуть? Ну, Или это с дня еще? да ну, сейчас пойму. Ты увлекся? Блин, Русь, переживаем же, ты что? Это же не шутки, что взял фонарь, не взял. Поперлись тебя вот вымораживать. Я там 2 поставушки проверил сегодня. Пусто? Ну. Ну давай вот эти на обратном пути проверим. Блин, отлегло, ё-моё. Вот ты... Ой, блин. Вот на чем. На ручейника кило 300. И вот тоже твоя леска перетертая. Это 50 метров, я ниже пробурился. И вот он там схватил. Да Прикинь. ты чё? Ну, с твоим Как этим, вообще, с твоей забачь, жабой. смотри. Ну твоя же пуля. Смотри, узлы здесь какие-то. А, это Русин вариант. Подожди, Лёха. Руся, как ты рыбачишь?
У тебя по узлу и порвалось. Не по узлу, Завязано может, было. просто там. Завязано Нет, это было. уже не было у меня таких узлов. А как бы он Это сделал? уже Лех что-то где-то завязалось. Короче, это поставушка у вас стояла. Не-не-не. Это Да, не да, поставушка да, да, у меня стояла. Это просто у него удочка стояла. Сейчас я пулю вытащу, если на ней кольца есть. Да есть, вон же видно сбоку, я уже рот ему раздвигал. Сейчас он закалел немного. Есть Точно, кольца? вот они, кольца. А где ты его, когда ты Ну его вот поймал? вечером. Вот после меня? Ну да, ты ушел, я пошел вечером, А как пробурил. ты рыбачишь, у тебя узлы? Чего ты руки жмешь? Как ты Ну рыбачишь? как, блядь? Пуля Да моя это, может, вернулась. я когда вытаскивал, она... это- Ага, ты замотал Нет, здесь, у меня что не ли? было, там удочка серьезная. Видишь, перетерлась. Чё это? Вес линка, это русин, получается, тоже трофей. Такой маленький. Полтора, оборвал- наверное. Оборвал леску. Да, 1,5. Пуля 10 грамм. А, еще же пуля точно в нем. Пуля, еще и лягушка большая. Как так, Лех, как он второй раз поймал? Да я сам не знаю, причем я его наколол один раз, у меня фрикцион был немного расслаблен, я подсек, он трк, и все, я Это второй вообще раз чудо закидываю. какое-то. Второй раз закидываю, он раз уже нормально зацепился. Ну вот, Всё? на челима. На 200 грамм меньше. Ну, хорошие линки на ручейник. Ты что, долго стучал или как? Чуть начало темнеть. Поклевки такие, знаешь, как мелочь просто. Ага. Удочку ставишь, пружинку поднимаешь. Ну и днем у тебя тоже такой же, наверное, Что, сошел, да? пойдешь дальше рыбачить? Ага. Вот, сходил. Ну, мы думали, будет крупнее тут рыба. Поставушки пока в холостую стоят у нас. Вот я почему-то и подумал, что там крупный сорвал нам эту пулю. Да не, он бы оторвал. А, еще вот у, А это у на Влада. поставушке. Не на поставушке, на лягушку. На лягушку давать. Так, ну все, здесь лист, наверное, нету на Биджане. Наверное. Волки только. Кстати, волки выли ночью. Выходил по нужде. Ну, смысла нет показывать, в какую сторону. Один сначала завыл, потом второй включился и третий. Вот, так что волки тут есть. Ну, как бы это не страшно, он на человека не кинется. Нужны какие-то определенные такие условия, чтобы они могли напасть на человека. Ну, за нашу бытность таких случаев не было. Доброго времени суток, друзья. Шли мы вниз от машины где-то километра, может, 2-2,5. Это вот слияние Биджана с Утурой. Огромная река вот сюда впадает. Но у нас что-то рыбалка не заладилась, если честно. Поставушки все пустые. На лягушку никто не зарится. И поклевок особо нет. Вот мелочь приходится ловить. Ну, небольшие линки. Руслан там на ручейников. Я тут на лягушку не клюет. Это вот на вольфрамку клюет и на короеда. И у Руси там тоже мы живцов наловили на поставушке. Хотим поменять лягушки на живцов. Может быть так как-то. Влад говорит, они тут тайменей огромных ловили. Как-то много лет назад приезжали. По 20 килограмм тайменей, 15. Ну именно на поставушке. Сейчас чего-то такого не происходит. И вот смотрите, еще, ну, лунки вот здесь вот понятно, хаотично набурены. Какие-то поросята тут были, вон пачки из-под сигарет валяются. Еда вон быстрого приготовления, вон коробка. Но уже туда не могу зайти, тут лед очень тонкий, глубоко. Уже тот мусор не заберу. И вот, смотрите, постановка тут. Или сети они так ставили, вот по 2 лунки. Раз, 2. И потом вот идут по 2 лунки на одинаковом расстоянии. И вот они в строчку. Вот они. Вот 2. Вот 2. Вот 2. И вот они вот так идут туда, вот где Влад стоит. По 2 луночки. Ну, плюс-минус на одной прямой.
Мы что-то подумали, ну, может быть, сетки так ставят, не знаем. А как вытаскивают? Одна-то, наверное, дырка большая должна быть, правильно, если сетки. Черт его знает. Как тут рыбачит, на что? Наверное, так и рыбачит, не на удочке. Так, пообедали, ну, можно сказать, поужинали, 5 часов вечера. Пойдем сейчас вверх ставить поставушки. 2 живца у нас. Это вот весь улов за сегодня. И то это, если бы с Русей на мелкую наживку не рыбачили, и даже этого бы не поймали. На лягушку вообще очень плохой результат. Можно сказать, его и нету результата. А так это вот караед и ручейник. В основном ручейник работал. У нас там все поставушки на лягушку, а одну вчера с Русей сделали на живца, поставили. Посмотрим, будет результат. Ну, сошлись, что крупной рыбы нету в речке. Друзья, первая поставушка у нас. Она, наверное, какого по счету? Наверное, 50-я, да? Если в общей сложности. А я еще сижу тут рыбачу. Пацаны спрашивают, что там есть, что? Я говорю, да у меня пешни нету с собой. Первая поставушка, Вадя, сработала, блин. Начнет. Столько мы лягушек изнахратили, а. Офигеть. Вот еще одна. Ну это вообще там тина какая-то. Проковыряли. Ну, наверное, 50-я уже по счету поставушка. Вот поймала. Так, одного живца цепляем. Такой вот крючок небольшой. Если выживут, то отпустим. Яма глубоченная просто, метра, наверное, 3, даже больше. Под 4 где-то местами. Влад сказал, надо где-то на входе в яму ставить. На глубину нельзя. Таймень раз в неделю кормится, но мы никогда не попадаем на это мероприятие. Уже сколько ездим. Почему мы попадаем, когда он уже сытый? Смотрите, какие просторы, друзья. Какая огромная широченная река. Вот как тут пробуриться, чтобы рыбу найти? Огромные клёвки. Аккуратненько его, Руська, давай. Вот он, красавец. Вот он. Короче, он клевал на лягушку, потом на караеда. А потом я Руси говорю, иди-ка ты его замучай на ручейника. Сколько он нервов вытрепал. Полчаса мучил. И на лягушечку, и на караедика. Вот она, медненькая. Не, он там не один. Я одного конкретно наколол. Потаскал чуть-чуть на лягушку. Ага. Ну все, тогда не буду тебе мешать своей этой удочкой. Давай еще. Боевой, я тебе говорю, Лёх. Ну, рабочий вариант. Женька. Ну. Хотел выкинуть. И не, выкинуть хотел. Не выкидывай, пригодится. Добро нельзя выкидывать. Знаешь, как называется? А он выкинуть хотел, видать, то, что сматываешь вот так, да? Нет, она была целая. Да я ее раздраконил. Это я еще поймался, да, тут? За что-то. Все. Удочка Да ё-моё. называется потаскушка. Потаскушка, потаскушка. Тара-тара-тара-тай. Та-тара-тара-тара-та-та. Та-тара-тара-тара-тац-тац-тац-тац. Ой. Не, на самом деле, клев. Не алё. У Андрюхи тоже там что-то, кто-то ему голову беременеет. Разделились мы, в общем, пока. Пацаны, ну, у нас, получается, сейчас разделение идет. У нас банда мелочников. Это мы с Русей. И как их, может, зверовики или как-то, чтобы не обидеть. Ну, в
в общем, кто по крупнику, то на лягушку. Но на лягушку нифига не клюет, так чуть-чуть царапает. И вот где царапает, мы сразу на маленькую наживку подбегаем с Русей и ловим небольшую рыбку. Потому что если ее не ловить, то вообще без рыбы остаемся. Вот. Ну а так река громадная, блин. Широченная. Андрюшенька, ну-ка, открывай нам эту бодягу. Так, такой вот у нас незамысловатый быт. Сегодня у нас макароны. Есть фарш и тушенка. О, как у нас тут все Парит как в бане. запарило, но... Пускай чуть-чуть растает, закрой. Вот так вот мы коротаем вечера, друзья. Так, друзья, день рыбалки прошел, камера включилась случайно в кармане, разрядилась полностью. Ветер был сильно, не услышал. Ну, в общем, крупной рыбы нету. Такие линки килограмм, максимум 1,5. Все, это предел. И клев очень плохой. Сейчас поедем выше, может быть, там найдем какие-нибудь места более перспективные, но здесь пока. Ну, не пока, а все. Очень плохие впечатления от этой речки. Ну, я обещал показать староверов как-то, старообрядцев. Ребята согласились ехать здесь, а потом проехать на ту реку, на которой мы всегда рыбачим. Но не смогли мы. Вот, не получилось проехать. Староверы сказали, что вы не проедете. Они ездили, там ручьи вскрылись и утопили бы мазила. Заехали на пасеку, вот на которой были в первый день. Староверы должны были привезти рабочему тут продукты, ну и пчел привезти. Он сегодня к нам на речке подходил, камера села, жаловался, говорит, не приехали, ни поесть нету, ничего. Сейчас ему еды оставим, да, поедем. Ну, говорит, не смогли, скорее всего, ключи проехать. На 131-м тоже они должны приехать. Ну, на простой резине, на стоковой. Вот. Ладно, поедем, что у нас время в обрез. Да не за что, давай. Глубина здесь хорошая. Если здесь не будет, значит ее здесь нет. Значит, на Биджан больше мы не поедем. Даже ради наливки. Вот, тут даже меньше лед, чем там. Вот, сейчас тут хапнем рыбы. Да? Да, чтобы мне пожалел. Где, здесь? Поближе. Тут?
Давай, пробую. Друзья, в общем, подведение итогов. Дитур все умирает. Нету в нем рыбы. Не то, что мы там не можем поймать, а действительно нет. В таком количестве поставушек, сколько поставили, одну рыбку небольшую поймали. Влад говорит, раньше, когда сюда приезжаешь, когда золото в верхах не мыли в таком количестве, не загрязняли реку. Ну, штук 6-7 мы бы в таймене хороших поймали на такое количество поставушек. Все, вот даже крупного линка нет. Ни одного линка 2,5 килограмма не поймали. Для Биджана это, ну, очень плохой результат. Рыба просто не поднимается сюда. Летом приезжаешь, когда... Ну, мы давно не были, ребята приезжали на рыбалку, разворачивались, уезжали. Вода как кофе с молоком, черная бежит. Или отстойники у них не работают, или нарушают, там, не знаю. Надо экологам, наверное, на это обращать внимание. Рыбзавод закрыли. Был рыбзавод много лет здесь, на рыбчике. Малька выпускали. Нету. Это мелкий ленок, скорее всего, который все лето гасится по этим ключам, небольшим речкам. А осенью в основное русло уходит, ну, где кормовой базы чуть побольше. Ну и вода светлая становится зимой, золото не моет. А когда подъем рыба идет, вон, на Утуру свернула, на Дитур, вода чистая. Зачем ей сюда заходить? Вот. Че, Вадя, все, поехали? Все, душу отвели. Порыбачили. Килограмм 40-45 от силы поймали небольшой рыбы. А? Че говоришь? Мечты только в Газпроме сбывают. А, Влад говорит, мечты только в Газпроме сбываются. А, костюм Storm Shadow, кстати, Ремингтон. Идеальный для таких условий. Ни ветра не боится, ни снега, ни какого-то дождя небольшого. И дышащий. Ну, не преешь в нем ничего. Шелестит, для охоты не подойдет. Ну, для ходовой охоты с крадом, если шелестит. А так вот для таких условий идеально. Ну или с собаками, если охотитесь, там, ходовой. Это малосущественный недостаток, что он шелестит. Собачки работают громко, голосом. Там зверю нифига не слышно. Там только ветер нужно учитывать, подходить к зверю. А что шелестит, это ерунда. 1 апреля сегодня. Едем домой. К сожалению, нечего показать. Зато заехали в Старообрядск. Давно обещал.
такая. Сюда мы весело ехали, конечно. Ходом просто везде. Не замечали никаких препятствий. А? Кололся кусочек. Ага. Проедем. Я прикольно, да? Она тоже не мелкая, да? Ну да. Она не то, что не мелкая, мы не запрыгнем просто. Смотри, какой... Не, ну он левее чуть-чуть возьмет. Деревья, это... Нет, деревьев нету, вот фигово, когда такие ключи. И вот мы на ту речку, которую хотели вот на детур проехать, вон там тоже это тревожные ключи такие, без деревьев. Сейчас немного спилим кусты вот эти, потому что вот эта глыба может сюда упасть и плохо будет. Так, вот доехали до поселка Теплые Ключи. Ну, когда-то рыбзавод здесь был, закрыли. Малька выпускали. Красная рыба, кита. И вот староверы отсюда доезжают до, ну, на каких-то вездеходах, вездеходной технике там. Но здесь, получается, пересаживаются на другую технику, более такой подходящий. Ну, вон свет один горит, вон слева там что-то светилось. Вон, видишь? Завод. А, завод? Ну, сторожа, видать, остались. Завод закрыли. И вот если старообрядцам нужно в цивилизацию что-то приобрести необходимое, или по каким-то административным вопросам что-то оформить, ну, мало ли, детей вывести. Вот справа будет. Там какие-нибудь прививки, не знаю. А прививки они вообще ставят старообрядцы? Нет? А, нет, нельзя. Значит, я в заблуждение ввожу. Вот, и пересаживаются здесь на другую технику и выезжают, собственно. А другого сообщения с поселком нет, только на очень подготовленной технике. Все, качаем колеса, протираем фары и по улучшенной грунтовой дороге лесовозной едем до Беракана. Так, друзья, мы приехали. Ну, нормально так. Подвымотались. Завтра рыбу приедем, поделим. Сегодня уже нету сил. Ну и покажу там опять, как делим, сколько поймали. Сейчас корыто все вывалили, за ночь подмерзнет. Ну и все, до завтра. Друзья, доброго утра. Немного приболел, в нос говорю, как бы, но ничего страшного. Затемпературил. Нужно расхаживаться дома, не надо сидеть, чтобы не разболеться. Так, приехал к ребятам. Сейчас раскидаем рыбу. Так, занесли рыбу. Я немного не по погоде одет и не подходящий для данной ситуации. Но у меня вся одежда в стирке после рыбалки. Подходящий. Так, значит, рыба. Весь наш незавидный улов. Ну, кто-то скажет, много, кто-то мало. Много, хотел сказать. Ну, блин, Влад говорит, в былые годы мы там таймешек бы хапнули, конечно. Настолько поставушек. Ну, а сейчас вот довольствуемся такой рыбкой.
То есть потратили 2 бака бензина 131-го, продуктов. Насколько, Ваня, мы продуктов взяли? Тоже на нормальную сумму. Плюс какие-то другие, ну там ножи наточили, там отдавали. Влад говорит, еще надо посчитать, кто сколько торчит. Вот. Но у нас уже все посчитано, так что это он так шутит. Скажи, что олигарх уже за все рассчитал. Олигарх рассчитал. Так, ладно, делим. Все. Нам было жутко интересно общий улов. Что-то до этого думали килограмм 40 где-то, может 45. Руслан, ему друг звонил, интересовался сколько. Он говорит 30. Ну, в общем, взвесили, получилось общий улов 74 килограмма. Ну, это еще куда не шло. Это еще более-менее. Так, ну, все, как бы, можно даже не отворачиваться. Ну, так, там в одной кучке на 500 грамм меньше, ничего страшного. Это там рокировки эти, отсюда взять большую рыбку, там туда 2 поменьше. Ну, блин, возня, короче. Ты, Лёх, лучше погоду сними. Да погода вообще, вот я очень рад, что мы свалили. А представляешь, сейчас на речке слякоть, вот эта вот влажность. На рыбалку как бы сейчас потом мокрый придешь весь, там хоть выжимай. Погода, как Сергей Саныч говорит, венерическая. Капает, как с конца. Венерическая. Да, Саныч у нас в очередном отпуске был, пока Влада не было. К сожалению. Вот, Влад. Ну, у Влада своя машина есть, патруль там древненький такой, он его полностью устраивает, но 15 лет ездит, попросился на ремонт. Вот взял у супруги CHR, этот гибрид. У Влада сын возит машины, ну, там санкционные, несанкционные, беспробежные, с аукционов в Японии выкупает. У нас часто интересуются, кстати, вот тема. Посоветуй какую-нибудь фирму, кому можно довериться, там не кинут, не обманут во Владивостоке, ну, в Приморье. Мы говорим, а у нас нету такой фирмы. А потом совершенно как бы и забыли, а Кирюха, вот сын Влада, там, пацан, ну, наш вообще, наш ребенок. Ну как, он уже не ребенок, и мы далеко не дети. Вот он уже, наверное, машин, 50 пригнал друзьям всем. Уже потом друзьям друзей, и все, и он спокойно, как рыба в воде, там ориентируется, знаете. Так что можете обращаться смело, любую абсолютно машину, санкционную, нет. У него есть основная работа, это как просто, ну, дополнительный заработок, что ли. Вот маме купили машину, до этого там они покупали Супру. Руся, Супра какого года была, Влад пригонял? В Питер она уехала. 22-го, да? Ну, свеженькая, не 19? Не, наверное, нет. Влада еще на посту остановили, а он ехал с банками 3-литровыми. Да я еду, говорит, вот с оленя банки, там Супра такая на посту ДПС. Инспектору просто интересно, ну, машин таких на тот момент, ну, буквально по пальцам пересчитать. Как бы любую машину, все оговаривается, никаких подводных камней, ничего, доверять можно так же, как мне, Ване, Владу, Руслану. Ну, порядок. Ну, кто нас смотрит давно, тот понимает, о чем я говорю. Так что в Телеграме можете обращаться, дам ссылку на его каналчик, там, ну, он только развивается, Телеграм-канал. И пишите, все, Кирилл там, не мог бы ты такую-то, такую-то машину подберет, все, на аукционах он на этих частый гость. Так, ну ладно, друзья, опять заболтался. Ну, просто минутка такая подвернулась, повод.
Ну, в общем, Влад не разрешает это ларем пользоваться. Говорит, забирайте все, хочу давно разгребсти, все разморозить. Одевать и некуда, говорит. Я сейчас свою рыбу, что ты говоришь, за сегодня раскидаю, всем раздам. Да, и все. Но у меня там ее, блин, с весны. Вот съездили на рыбалку, сейчас я, говорит, всю рыбу раздам. И все, мне бы, говорит, с ней разобраться. Вот и съездили на рыбалку. Это я не закончил мысль, когда говорил, что потратили 200 литров, грубо говоря, бензина, продуктов, столько денег. Мы не за рыбой, друзья, едем в такие места. Едем за эмоциями, за тем, что нет абсолютно никакой связи с цивилизацией. Ну, понимаете, да? Не работает сотовая связь, ни интернет, ничего не работает. Влад вообще едет туда отдохнуть, у него телефон разрывается постоянно. Вот каждые 5 минут у него звонит. Причем это у него телефон без, печенька обычная. У него нет, а если бы у него был еще WhatsApp, Telegram, это вообще все. Он всю жизнь себе не заводит себе телефон-то, но уже, говорит, надо заводить, потому что людям тяжело со мной работать. Пакет в пакет, какие-то Да, оцененные. Я вот думал у него мешок попросить, может быть, да. А зачем он тебе нужен, вонючий мешок? Давай пакет в пакет. Не, вон новые мешки же у него, желтые. Ваня, дашь желтый мешок новый? О, ну ладно. Поеду, повезу рыбу, сейчас надо тоже найти, куда ее. Да, вроде как у тещи ларь есть, может быть не занят, может быть пустит с рыбкой. А так вот, некуда, да, действительно. Дома там ботва какая-то, там, знаете, там овощи там резаные, замороженные, всю зиму пролежали. А мясо, рыба, все отсутствует, нету места. Ладно. Че, джины? Джин. Это что за джин? Вот килограмм. Вот КГ, точно. Джины. Зачем вообще на кантере какая-то другая единица измерения? А мы на речке линка 1,5 килограммового взвешивали. И на джинах? Да не, что-то мало. Как будто бы. 74-то внушительнее звучит. Друзья, рыбаки, они же вообще никогда не врут. Вот мы такие, мы охотники, смотрите, что получилось. У Руслана, он выставил весы, и там какая-то единица измерения была довольно непонятная. А мы еще поднимаем этот, и понять не можем, почему-то кажется, что не тяжелое, а вес показывает внушительный. Сейчас взвешиваем каждую кучу. Это вы без меня, подожди. 8 килограмм, да? 74 поймали. Слышишь, а может это не выкладывать фрагмент? И в деревне все такие, да вон они рыбы хапнули, надо на Биджан ехать. Весь ролик там ныли, говорили, что клёва нету там, а сами хапнули чуть ли не сотню. Потом скажут сотню. Как думаешь, оставить фрагмент тот или нет? Или правду сказать, что мы ни хера не поймали? А я наговорился, езжайте туда. Да нет, давай так, в смысле, как есть, без этого. Это в смысле все, что поймали 33 килограмма? Я говорю, на речке взвешивал 20. Так может вот эти не так выставлены? Да не может быть. Тут 70 быть. Не может 33 тут быть. Давай что-то другое найдем, весы еще. Оставили мы, в общем, все эти фрагменты. Мы никогда вообще не преувеличивали за всю... Вот я недавно просто осознал, сколько лет у нас YouTube-канал, и многие зрители с нами весь этот продолжительный период времени. И, в общем, чего преувеличивать? Смысл этого всего? Как есть, так есть. Чуть-чуть ошиблись. Единственное, как мы в голове так не может, сколько ты держишь, или 10 килограмм, или 16. Есть же разница. Людям хочется верить иногда в что-то хорошее, что не является правдой. Вот. Все, друзья.
Я надеюсь, вам понравится этот цикл, эти поездки наши. Заехали наконец старообрядцам, показали. Ну, на ту реку, на которую хотели изначально, на которой могли поймать больше рыбы, трофейную рыбу. Не попали, не смогли пробраться. Вот. Ну, к старообрядцам это я попросил Влада. Говорю, блин, заехать бы. Он говорит, да поехали, что. Попробуем, может сможем проехать от них к той реке. Ну, не смогли. Вскрылись ключи. Ладно, друзья, что болтать. Берегите себя, близких. Всего доброго.